Человек приехал в США по туристической визе B1, B2, но затем у него в жизни что-то поменялось, и он захотел по разным причинам остаться в США легально. А как это можно сделать легально? Сегодня мы обсудим вместе с лицензированным иммиграционным адвокатом, с юристом, у которой более чем 25 лет опыт работы и более 5000 успешных иммиграционных кейсов, Татьяна Аристова. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, что будет, если человек захочет остаться в США после окончания срока по визе B1, B2? Да, этот вопрос очень часто задают мне, и поэтому его действительно стоит обсудить. Значит, дело в том, что считается нарушением иммиграционных правил Соединенных Штатов, если человек въезжает в Соединенные Штаты по визе B1, B2, заранее намереваясь здесь остаться, не намереваясь соответствовать требованиям визы B1, B2. К сожалению, часто бывают случаи, когда человек, получая визу B1, B2, какую-то неверную информацию о себе указывает в посольстве. В этом случае его действие изначально является нарушением иммиграционных правил Соединенных Штатов, но о таких крайних случаях мы сегодня не говорим. Говорим о случаях, когда человек вот реально получил визу, намереваясь приехать сюда на короткий срок, и за время его присутствия здесь что-то произошло. Либо поменялась ситуация в его стране, либо человек как-то огляделся вокруг, увидел для себя какие-то новые возможности и решил что-то поменять в своей визовой истории. Значит, такие случаи, безусловно, существуют, и существует такое, скажем, не совсем писанное правило, которое гласит, что менять визу B1, B2 стоит не раньше, чем через 90 дней после приезда в страну. Это связано с тем, что считается, что если человек раньше, чем через 90 дней начинает предпринимать какие-то действия по смене своего визового статуса, значит, он заранее, в момент въезда, уже затаил в себе вот это вот желание поменять свой визовой статус, и даже на это существует специальный юридический термин preconceived intent, то есть заранее сформированное намерение. Если иммиграционная служба считает, что у человека был такой вот preconceived intent, то есть заранее сформированное намерение остаться, то она может в смене визового статуса отказать. Поэтому очень важно не торопиться и не предпринимать никаких действий по возможности по изменению визового статуса до тех пор, пока не пройдут 90 дней с момента приезда в страну. А какие есть легальные способы остаться после 90 дней? Обычно человек должен понять, прежде всего, чего бы ему хотелось добиться, посмотреть на свою ситуацию. И наиболее часто используемые способы это поменять визу, например, на студенческую для изучения английского языка. Например, если человек считает, что ему необходимо набрать дополнительные знания английского языка, опять же таки, для того, чтобы вернуться потом в свою страну и продолжать там работать, развивать свою карьеру на основе вот этой вот информации, знаний, которые он тут сможет получить, тогда человек может поменять визовой статус, либо поменять для изучения английского, либо поменять для изучения каких-то других предметов. Можно поступить на учебу в университет, начиная от программы какой-то профессиональной, сертификата, заканчивая такими серьезными вещами, как степень бакалавра, магистра или даже PhD. Очень важный компонент – это намерение вернуться. Когда мы говорим слово «остаться», я надеюсь, что мы не подразумеваем остаться на постоянное жительство сразу, хотя у некоторых и такие варианты могут возникнуть, а говорим о том, чтобы остаться здесь подольше для каких-то других занятий, связанных уже не с туризмом, а, например, с обучением. Далее, если человек, например, решил, что он хотел бы здесь открыть бизнес, если он приехал сюда из страны, которая имеет договоренность с Соединенными Штатами о том, чтобы граждане этих стран получали инвесторские визы, это виза E2, и примерами таких стран могут служить Казахстан, Киргизстан, Украина, Молдова. Граждане вот этих стран могут подать на визу E2, если они открывают здесь предприятие и делают инвестицию в это предприятие. Да, еще не упомянула Армению, Грузию, многие постсоветские страны, но не все. Например, вот Россия, Белоруссия не имеют таких договоренностей с Соединенными Штатами. И тут также достаточно распространенный вариант, но при этом стоит помнить, что если человек меняет свой статус без выезда из страны,
то ездить потом по этому измененному статусу он уже не сможет. Статус меняется только на пребывание. Вообще, технически говоря, глядя на приезжающих в Соединенные Штаты, можно сказать, что в Соединенных Штатах есть немножко уникальная ситуация, поскольку человек имеет, приезжая сюда, две визы. Одна виза на въезд, а другая на пребывание. И только визу на пребывание можно продлить или поменять внутри страны. Визу на въезд можно продлить или поменять только в американском консульстве. Ну и здесь стоит помнить, что если, например, вы, находясь в Соединенных Штатах, решили получить студенческую визу, но не хотите менять статус без выезда, вам важно выезжать, тогда вам нужно обратиться в учебное заведение, получить форму I-20 и с этой формой обращаться в консульство американское в вашей стране. Там ваша задача будет состоять в том, чтобы убедить консула, что вы вернетесь в свою страну после окончания курса обучения и что у вас есть средства на то, чтобы обучаться. И если все пройдет успешно, вы можете таким образом поменять вашу визу путем выезда и консульской обработки вашей заявки. Дальше могут существовать также, как я уже упомянула, ситуации, когда человек желает остаться здесь на ПМЖ. Например, человек встретил свою половинку, нашел свою любовь. В этом случае можно заключить брак с гражданином Соединенных Штатов или даже с постоянным резидентом Соединенных Штатов и подать документы на получение грин-карты. Ну, и если человек испытывает страх возвращения, ему страшно возвращаться в родную страну, он может подать на убежище. И также, если человек обладает уникальными знаниями, способностями, если он желает получить рабочую визу, то можно поменять статус внутри страны на рабочую визу, например, по категории О1. Если человек находится в США по туристической визе B1, B2, и у него возникают рабочие планы, или он нашел работу, или ему предложили, или его компания на его родине решила открывать филиал в Америке, и тем или иным способом человек хочет получить рабочую визу, то как происходит этот процесс? Это смена B1, B2 на рабочую или что это? Как я уже говорила, получить визу можно двумя способами: либо выезжая из страны, либо меняя статус без выезда из страны. Соответственно, рабочие визы, которые обычно встречаются в повседневных случаях, это либо визы О1 для людей, у которых есть выдающиеся способности и достижения. Также есть визы H1B, которые подлежат лотерее, и для участия в этой лотерее нужен работодатель, который будет спонсировать данную визу. В редких случаях эту визу можно получить без участия в лотерее, если ваш работодатель является госпиталем или университетом, аффилированным, с программой получения высшего образования. Соответственно, если это госпиталь, то он тоже должен быть аффилирован с университетом. Дальше существует такая виза, как P-виза, для тех, кто занимается, условно говоря, выступлениями разнообразными, то есть это либо артисты, либо спортсмены. Есть визы для культурно уникальных работников, они называются P3. Также есть визы для людей, проходящих практику, например, визы H3 или визы J1 для обмена опытом. Также существуют возможности подать документы на грин-карт непосредственно, если человек может квалифицироваться на выдающиеся способности и может подать документы на смену статуса. В этом случае человек получает право на работу и может находиться законно в Соединенных Штатах и работать. И ситуация, о которой вы спросили, когда вдруг работодатель открывает филиал здесь, в Соединенных Штатах, человек может претендовать на L-визу. Во всех этих случаях документы подаются в иммиграционную службу. Иммиграционная служба решает вопрос о том, насколько человек подходит под данную иммиграционную категорию. И если запрашивается смена статуса, то тут очень важно успеть подать документы до конца статуса. А статус в Соединенных Штатах определяется такой виртуальной формой I-94, которую можно найти по номеру вашего паспорта прямо в интернете. Зайдя в интернет на сайт CBP, это пограничная служба Соединенных Штатов, на этом сайте можно найти свою форму I-94 и увидеть срок пребывания, который вам определил пограничник. Иногда пограничник ставит печать в паспорт, определяет этот срок в паспорте. Иногда пограничник создает виртуальную форму, и вы можете сами себе ее загрузить. Так вот, если до окончания этой формы человек подает заявку на смену статуса, в этом случае человек может находиться в Соединенных Штатах законно и не выезжать для получения смены статуса. Но опять же стоит помнить, что в этом случае выезжать из Соединенных Штатов, получать новую визу в американском консульстве уже будет более затруднительно,
поскольку американский консул будет прекрасно помнить о том, что вы пошли в консульство на интервью, обещали консулу быть в Америке всего 2 недели, потом задержались как-то на длительный срок и, более того, поменяли здесь статус. Хотя формально это не является нарушением законодательства, но какой-то такой горький осадочек у консула остается, и он может вам визу не выдать, даже если у вас действительно есть работодатель, действительно есть необходимость тут работать. Консул может счесть ваши предыдущие действия по получению визы обманом, поэтому действовать стоит весьма осторожно. Уважаемые зрители, если у вас были подобные случаи, вы можете поделиться ими в комментариях, расскажите о своем кейсе, задайте вопросы, связанные с визой B1, B2 или, может быть, другими визами. Постараемся обязательно ответить. Также там же в комментариях вы сможете найти ссылку на веб-сайт Татьяны Арестовой, где можете записаться на консультацию, спросить о каких-то вопросах. И ссылка на мой сервис visanow.ai. Мы помогаем в сборе и подготовке документов на визы и грин-карты. И хочу напомнить, что данное видео не является юридическим советом. Мы рассказываем в образовательных целях, что и как работает. Для совершения каких-то юридических действий обязательно проконсультируйтесь с лицензированным иммиграционным адвокатом. Татьяна, вы говорили про смену статуса. Сколько времени занимает эта смена статуса и что делать, если отказали? В разных случаях смена статуса занимает разные сроки. Как правило, для большинства категорий существует premium processing, то есть ускоренное рассмотрение. Например, для того, чтобы получить студенческую визу, можно заплатить государственный сбор за ускоренное рассмотрение, получить решение в течение 45 дней. Напоминаю еще раз, что не так важно получить решение до конца срока пребывания. Можно законно находиться, пока вы ожидаете решения. Но проблема в том, что, вот как вы сказали, если вдруг иммиграционная служба отказала в смене статуса, то потом поменять ситуацию, подать еще на какую-то смену статуса, скорее всего, не получится, если статус уже истек. Поэтому пользоваться вот этой опцией Premium Processing действительно стоит для того, чтобы успеть получить решение по вашей ситуации до того, как закончился срок законного пребывания, чтобы вы могли определиться, что же дальше вы хотели бы делать. Итак, это что касается студенческой визы. Также это относится к таким визам, как О1 или виза L1. Если вы решили менять статус без выезда из страны, то Premium Processing, то есть ускоренное рассмотрение, безусловно, очень даже рекомендуется. В случае, если человеку отказали, формально существует право апелляции. Однако стоит помнить о том, что, во-первых, апелляция может занять довольно длительный срок, она может занять около года. И весь этот срок вы не находитесь законно, если апелляция в итоге будет отклонена. То есть подача апелляции не продлевает право законного нахождения на территории Соединенных Штатов. Поэтому во многих случаях эта апелляция достаточно бессмысленна, и вместо того, чтобы ее подавать, стоит подумать о каких-то других вариантах. И здесь, безусловно, нужен юридический совет. Хочу сразу сказать, что американская иммиграционная система, она, в принципе, не рассчитана на то, чтобы человек имел с ней дело самостоятельно. Правила настолько сложны, что даже федеральные судьи не всегда правильно разбираются в иммиграционных законах. И не консультируясь со специалистом, человек рискует, делая, по его мнению, как бы все вроде бы правильно, попасть в ситуацию, когда он потеряет законный статус, станет нелегалом и, возможно, никогда не сможет вернуться в Америку, если он ее покинет. Поэтому всегда стоит проконсультироваться прежде всего, а, возможно, и воспользоваться юридической помощью, поскольку, опять же, для граждан Соединенных Штатов обращение к юристам – это абсолютно бытовой вопрос, и практически все свои дела, связанные с бумагами, граждане Соединенных Штатов предпочитают делать при наличии юридического представительства. Если туристическая виза закончилась или заканчивается, может ли человек подать на продление этой туристической визы? Формально да, но была такая фраза еще из времен Советского Союза, что вот формально все правильно, а по существу издевательство. Значит, примерно так и происходит с продлением туристической визы. Значит, прежде всего важно понимать, что вот ту визу, которую приклеили в паспорт, вот этот голубой стикер,
или зеленоватый такой стикер, его не продлевают внутри страны. Въездную визу в Соединенные Штаты может продлить только консул. Для продления этого стикера нужно выезжать, обращаться в консульство и получать свои документы за рубежом. Если человек решает продлить свой статус пребывания, то есть свою форму А-94, он может заполнить заявку на сайте иммиграционной службы, изложить причины, по которым запрашивается данное продление, и отправить свою заявку в иммиграционную службу. Сделать это нужно до конца формы А-94, до конца срока пребывания. Но стоит обратить внимание на то, что вот для продления туристической визы премиальной обработки, то есть ускоренной обработки, не существует. То есть ускорить сроки рассмотрения вы не сможете. И последние годы иммиграционная служба достаточно часто затягивает рассмотрение этих дел до того момента, когда запрашиваемый срок продления истечет. То есть запрашивать продление можно всего на полгода. Если, например, вы приехали 14 октября в Соединенные Штаты, и виза у вас была до 14, вернее, срок пребывания у вас был до 14 апреля, то вы можете на полгода запросить продление вашего срока пребывания, опять же, до 14 октября уже следующего года. В этом случае решение одобрительное вы можете получить 15 или 16 октября. И в этом случае на момент получения решения вы как бы сразу автоматически задним числом становитесь нелегалом и подать на что-либо другое уже не сможете. Поэтому если вы точно абсолютно уверены, что все, что вам нужно, это продление туристической визы на полгода, после чего вы собираетесь уезжать, то, безусловно, этой опцией можно воспользоваться, и, скорее всего, положительное решение вам придет. Но гарантировать, что оно вам придет до того момента, как закончится срок запрашиваемого пребывания, естественно, никто не может. Поэтому если вы получаете решение после, то действительно нужно уже собираться и выезжать, или, опять же, советоваться с профессионалами, если ситуация ваша снова поменялась. А если человек, скажем, заехал в Америку 14 октября, у него срок пребывания до 14 апреля, и он по каким-то причинам пропустил этот срок. Этот срок уже истек, вот сегодня на дворе уже 15 апреля, а человек еще находится в Америке. Что ему делать? Чем это грозит и какие последствия? Ну, в таком случае подать на продление, например, туристической визы, скорее всего, не получится. То есть подать заявку, конечно, можно написать чрезвычайные обстоятельства какие-то объяснить, которые у человека возникли, например, он болел или у него была какая-то трагическая ситуация, кто-то умер из родственников, ему было не до документов и не до продления. Такие ситуации бывали в нашей практике, и нам удавалось доказать, что все-таки продлить статус нужно, но, тем не менее, это, скажем так, экзотические ситуации. Если срок продления у человека уже закончился, то ему остается немного опций. Если он желает остаться в Соединенных Штатах, можно заключить брак с гражданином Соединенных Штатов. В этом случае брак, естественно, должен быть настоящий, реальный. Мы никогда не ведем речь о каких-то фиктивных ситуациях. Значит, можно подать документы на убежище, если вы боитесь страх возвращения у вас есть, и вы опасаетесь, что вас могут преследовать за конкретно ваши религиозные убеждения, национальное происхождение, политические убеждения или членство в особой социальной группе. Подавать заявку на убежище нужно в течение года с момента приезда в страну, а также при подаче документов на грин-карт через, например, выдающиеся способности допускается просрочка визового статуса до 180 дней. По иммиграционному закону у нас есть такая секция 245 иммиграционного закона, там есть подпункт К, и вот по секции 245 К допускается до 180 дней нарушение или просрочки статуса, если человек претендует на грин-карт через трудовую деятельность, включая и выдающиеся способности. Поэтому если человек оказался в такой ситуации, очевидно, это произошло не на пустом месте, очевидно, были какие-то обстоятельства, их нужно внимательно обдумать, изложить и подать соответствующую заявку, исходя из той ситуации, которая у вас есть. Человек может податься после туристической визы или во время действия туристической визы на грин-карты и B1, и B2, и B3, и B5, другие виды грин-карт? Да, вот как я сказала, можно подать на так называемый adjustment of status. Здесь важно понимать, что это два совершенно разных термина, два совершенно разных процесса.
change of status, то есть смена статуса, и adjustment of status. Adjustment of status относится к ситуации, когда человек подает на грин-карту, и, соответственно, он должен прежде всего иметь право на эту подачу, и, во-вторых, та подача, которую он осуществляет, должна давать ему право подать adjustment of status именно в те сроки, которые у него существуют согласно его визовому статусу. То есть, например, если мы говорим о петиции через выдающиеся способности EB1, в настоящее время это иммиграционная категория current, так же, как и иммиграционная категория EB5, инвестиционная категория. В обоих этих случаях человек может одновременно со своей заявкой на иммиграционную визу подать заявку на то, что называется adjustment of status. Соответственно, с момента подачи этой заявки человек находится законно, и, как я уже говорила, подача этой заявки может осуществляться в течение 180 дней после окончания визового статуса. Что касается других категорий, которые вы упомянули, например, EB2, EB3, это категории, которые связаны с квотой и большим сроком ожидания. Этот срок ожидания, прежде чем человек сможет подать на adjustment of status и после того, как он подал свою миграционную петицию, может составлять несколько лет. В этом случае, если человек находится уже в незаконном статусе, то он не сможет подать на adjustment of status, и ему следует подумать о получении документов какими-то другими путями, потому что смена статуса требует, чтобы человек находился в Соединенных Штатах законно. А подача именно вот иммиграционной петиции, например, если вы считаете, что вы можете претендовать на грин-карт через категорию B2, например, National Interest Waiver, подача самой иммиграционной петиции статус не продлевает и не дает права законного нахождения. Точно так же, как и подача заявки на воссоединение с дальними родственниками. Не петиции, подающиеся на супругов или супругу, а вот именно воссоединение с родителями, воссоединение с братьями и сестрами. Вот подача таких петиций не разрешает человеку здесь находиться сама по себе, она просто ставит человека в соответствующую очередь. Поэтому, если статус уже просрочился, то такие петиции вряд ли могут помочь решить вопрос, и дальше нужно уже разрабатывать какие-то другие миграционные стратегии, возможно, связанные с выездом из страны, возвращением назад или подачей других каких-то заявок. Уважаемые зрители, если у вас есть вопросы по этой теме, то обязательно задавайте в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Татьяна, у меня последний вопрос. Вы можете сказать, какие ошибки чаще всего совершают люди, которые приезжают по B1, B2 туристической визе и пытаются остаться в США? Да, безусловно, ошибок люди совершают много. Первая, самая главная ошибка – это попытки обмануть государство. Получение документов на основе неверной информации, как правило, начинает ваше путешествие, как говорится, с неправильной ноги. Значит, в этом случае вы можете оправдать свои действия фактически только одним, если вы находились под страхом преследования. Ваша жизнь была в опасности. Вы подаете заявку на убежище, да, вы можете объяснить такие действия вот просто безвыходной ситуации, в которой вы оказались. Все остальные возражения, в общем-то, не принимаются. Можно подать в таком случае, если вы заключаете реальный настоящий брак с гражданином Соединенных Штатов, можно подать петицию о прощении, так называемую заявку на waiver. В этом случае вам нужно будет доказать, что ваш петиционер – ближайший родственник, например, супруг или иногда родители, ваши ближайшие родственники, которые подавали на вас петицию или просто живут в Соединенных Штатах и нуждаются в вашей заботе. Значит, они могут быть так называемыми qualifying relatives для такой петиции на прощение, в которой вы должны объяснить, что же все-таки подвигло вас на такое нарушение, и попросить прощения за совершенные действия, уплатить довольно серьезный государственный сбор и так далее. И главное показать, что ваш qualifying relatives, то есть супруг или родители, будут испытывать чрезвычайные и необычные проблемы, так называемый extreme and unusual hardship. В этом случае можно попросить прощения за вот тот обман, который происходил в посольстве. Однако следует помнить о том, что иногда этот обман может приходить в такие пределы, что даже петиция о прощении в случае проблем для ваших родственников может быть отклонена. Это первая, самая главная ошибка. Дальше часто заявители подают свои петиции не
поняв, зачем они их подают, с какой целью. Просто продлевать визу ради того, чтобы ее продлить и подумать о том, какие следующие шаги вам предпринять, опять же, вот может быть чревато тем, что заявка эта не будет рассмотрена в нужные вам сроки, и потом размышлять о чем-то еще уже будет поздно. Поэтому очень важно помнить, что вы делаете, зачем вы делаете, и желательно проконсультироваться с профессионалами. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо за ваше время. Спасибо за ваши ответы. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, до новых встреч. Будьте здоровы и, самое главное, не совершайте никаких легальных действий без консультации с адвокатом. Спасибо. Пока.